Здравствуйте, друзья! И в этом видео я расскажу о параметрическом моделировании в SolidWorks. Параметрическое моделирование – это моделирование с помощью таблиц. Когда вам меняются в таблице какие-то значения, и ваша модель перестраивается согласно указанным вами значениями. Мой брат уже записал видео про параметрическое моделирование в Autodesk Inventor, а в этом видео я расскажу, как это делать в SolidWorks. Начнем мы с того, что нажмем на домик, Part, новую деталь создадим. На плоскости сверху создам эскиз. Прямоугольник из центра нарисую. Установлю высоту его 200 мм, а ширину укажу 150. Вот так. Теперь вытяну его на 50 мм. На этой грани создам эскиз, Ctrl-8, кружок из центра нарисуем, вот так, покажу ему диаметр 80, вот. Теперь перейдем в элементы и вытянем наш кружок. Вытяну на 80 мм на кружок, вот так. Сейчас мы не видим размеров, которые мы создавали до этого для нашей детали. Высоту, ширину и остальные размеры. Будет удобнее, если мы отобразим все размеры и будем видеть, какой размер нам нужно изменить, чтобы что-то изменилось в нашей детали. Для того, чтобы отобразить размеры, я нажму правой кнопкой мыши по примечаниям и нажму Show Feature Dimensions. Вот они размеры. Я их немножко подвину, чтобы их было лучше видно. Вот так. Вот все наши размерчики. Теперь я отображу название всех этих размеров. Для этого нажму на стрелочку возле глазика и нажму на View Dimension Names. Теперь под нашими размерами отображаются их названия. Эти названия мы изменим, чтобы потом можно было их найти в таблице параметров. Чтобы изменить название, которое у нас там стоит, мы нажимаем на размер левой кнопкой мыши. И вот здесь в окошке Primary Value изменяем вот это название. Я напишу длина основания. Основание. Это будет длиной основания. Этот я назову шириной основания. Ширина основания. Назову диаметром цилиндра. Диаметр цилиндра. Здесь я напишу высота цилиндра. Высота цилиндра. А вот этому размеру я установлю высоту основания. Вот так. Вот у нас обозначение. Так вот. Подвину все это. Вот. Теперь я нажму кнопку «Вставка», «Таблицы». И здесь выберу Excel Design Table. Выберу Auto Create, автоматически создать. Остальные параметры оставлю по умолчанию. И теперь нажимаем ОК. Выбираем все размеры у нас здесь. Говорит, что вы хотите добавить в таблицу. Мы добавляем все наши размеры. ОК. Вот. Теперь вы видите, что у нас здесь отображаются
все наши размерчики и название наших размеров. Вот. Открою чуть побольше окошко. Теперь вы можете их менять. Допустим, у нас здесь стоит 200 длина основания. Сделаю ее 250. Так. Теперь нажимаем пустое пространство. Таблица обновляется. И размер становится 250. Наша коробочка удлиняется. Теперь, как видите, наши размеры стали розовые, потому что они привязаны к таблице. Но также можно и менять их здесь, не заходя в таблицу. Если вы их здесь измените, изменение применяется в таблице. Как видите, при изменении размера вылезает такое меню, в котором написано, что если вы изменяете этот размер, он изменится в таблице параметров. Я нажму ОК. Могу его поменять. Сделаю 95 высоту. Она изменилась. Теперь перестроим. Обновилось изменение. Перейду в конфигурации теперь. Открою таблицы. Изменю таблицу. Edit Table. Она обновилась. ОК нажимаем. Теперь у нас здесь стоит значение 95 по высоте цилиндра. Также можем связывать какие-то значения. Допустим, мы хотим, чтобы длина основания зависела от ширины основания. Допустим, чтобы было две ширины основания равняются одной длине основания. Тогда, когда мы меняем ширину основания, меняется и длина основания. Чтобы это сделать, нам нужно поменять один параметр. У нас у вот этих всех окошек включено сейчас отображение как в виде текстовых значений. Это значит, что здесь как будто бы написан какой-то текст. Когда не идет речи о каких сложениях, вычитании, умножении, можно оставить все как есть. Можно вписать значение, и все будет хорошо. Но для того, чтобы производить какие-нибудь вычисления, нам нужно переключить специальный параметр. У нас сейчас здесь стоит значение текстовой. Нажмем на эту маленькую стрелочку и переключимся в числовой. Теперь у нас появились вот эти решетки. Значит, то, что формат у нас числовой. В следующих окошках тоже сменим формат. Теперь мы можем производить сложение, вычитание, деление, умножение. Допустим, отредактирую это окошко, напишу, что это окошко, длина основания, равняется. Теперь я могу указать какое-то из этих значений. Допустим, ширина основания, нажимаем на это окошко левой кнопкой мыши, умноженное на 2. Допустим, Enter, равно. Вот, теперь у нас здесь стоит это значение, оно у нас стоит равно 300. Потому что 150 плюс 150 это 300. Теперь, чтобы выйти из таблицы, нажму пустое пространство, и у нас применится изменение. Теперь длина основания равна текстам. А теперь я покажу, что бы было, если бы у нас значения были текстовые. Вернусь в нашу таблицу. Обновилась таблица наша. Нажму ОК. Вот она, наша таблица опять. Эти все окошки. Возьмем на формат текстовой. В этом окне оставим c3 умножить на 2. И теперь выйдем из таблицы. Как видите, у нас появилась ошибка. Я нажму «Продолжить игнорировать ошибку». Ошибка появилась это из-за того, что у нас здесь размер 300, вот который у нас сейчас отображается как будто, равен нулю. Редактирую эскиз. Зайду в размер. Окей. Теперь открою его значение. Посмотрим его. Вот он, 0,0 мм. Это случилось потому, что у нас в таблице был указан текстовой формат отображения. А текст умножать нельзя. Поэтому получился 0. Отменю это. Отменю редактирование эскиза. Вернусь в таблицу. Так. И верну все значения в числовые. Сюда я опять поставлю равно. Это умноженное на 2. Теперь привяжем к нашим вычислениям еще и высоту цилиндра. Зайдем в окошко. Удалим все отсюда. И сделаем высоту цилиндра равной длине основания минус, допустим,
45. Вот так. Теперь это значение у нас будет 255. Выйдем из таблицы. Она перестроится. Вот у нас цилиндр длиной 255. Если я теперь, допустим, изменю ширину основания, редактирую таблицу. Установлю в ширине основания не 150, а, допустим, 250. Выйду из таблицы. И смотрите, у нас увеличилась длина основания и высота цилиндра, согласно взаимосвязям, которые мы установили между размерами. Вот так. Это были таблицы в SolidWorks. С вами был Алекс Евтефеев. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. Всем пока.